Добрый день, мои дорогие друзья! Вы на канале Астрология доступна каждому. Меня зовут Оксана Семенович, я автор и ведущая этого канала, я ведический астролог. И тема нашего с вами сегодняшнего видео — это прогноз на июнь 2025 года для восходящих раков. Мои дорогие друзья, если вы смотрите прогнозы на этом канале в первый раз, то я прошу вас обратить внимание на то, что я ведический астролог, и все прогнозы здесь публикую по ведической астрологии, а не по месяцу рождения. И для того, чтобы вы могли смотреть правильный прогноз, и чтобы он у вас работал, я вам рекомендую построить свой гороскоп в ведическом стиле и узнать свой восходящий знак. Как это сделать, я рассказала в видеоинструкции, которая у вас сейчас появится по ссылке в правом верхнем углу. И, пожалуйста, обратите внимание на то, что если вы не знаете точное время своего рождения, тогда постройте на то время гороскоп, на которое вы знаете. Посмотрите, где у вас находилось Солнце и Луна, в каких знаках в момент вашего рождения, в день вашего рождения. И тогда смотрите прогноз для знака Луны в первую очередь и во вторую очередь для знака Солнца. Ссылка на инструкцию о том, как построить свой гороскоп в ведическом стиле, будет также размещена в описании в комментариях к этому видео. И в описании в комментариях к этому видео есть ссылка на мой сайт, где можно записаться на курс по ведической астрологии, либо на личную консультацию. И теперь давайте поговорим о июне 2025 года для восходящих раков. Июнь будет месяцем облегчения на самом деле после такой тянучей истории, когда мы переживали очень много перемен, все планеты меняли свои знаки. И июнь — это месяц, который дает надежду на светлое будущее. Первое событие: 6 июня Марс заходит в ваш второй дом гороскопа и будет там до 28 июля. Вообще это значительное улучшение, потому что Марс очень долго шел по вашему первому дому гороскопа. Дому личности, дому здоровья, дому внешности. И Марс заходит в ваш второй дом гороскопа, дом денег. Во-первых, конечно, Марс, несмотря на то, что будет желание каких-то импульсивных трат у вас, все равно Марс для вас одна из лучших планет в гороскопе, и он будет в таком для себя сильном положении. По крайней мере, его положение улучшается, поэтому и улучшаются в общем ваши какие-то дела. Да, Марс во втором доме гороскопа давать может и много импульсивных трат. Да, Марс во втором доме гороскопа может давать и какие-то споры финансовые, но в общем и целом все равно это улучшающий транзит, хотя бы даже потому, что Марс выходит из вашего первого дома, который отвечает за ваше тело, и он не аспектирует седьмой дом партнерства, брака и личной жизни, он не аспектирует четвертый дом мамы, он не аспектирует восьмой дом кризисов, поэтому для вас это однозначно улучшение. Марс будет давать тенденцию получения дохода от государства, от органов власти, от учебы, обучения, может быть, кого-то, от национальности, от каких-то творческих проектов. Резкая речь и желание высказаться тоже могут присутствовать. Очень быстрое питание. Может, кстати, вот следите только, единственное, может сбиться режим питания, то есть у вас может появиться желание очень много неправильной пищи есть. В этом такой минус транзита Марса, но в целом все равно вот до 28 июля, по крайней мере в июне, у Марса будут хорошие тенденции. В июле там будет немножко не очень хорошая тенденция, но в июне все-таки будет очень даже неплохо. С 6 июня, тогда же, когда Марс переходит, Меркурий заходит в ваш 12-й дом гороскопа и будет там, ну, недолго, до 22 июня. Меркурий в 12-м доме гороскопа дает указание на то, что вы можете в этот период заниматься передачей каких-то вещей, заказывать вещи, передавать вещи, пересылать вещи. Кто-то из раков будет организовывать различные поездки, может быть, выяснять, как поехать, как переехать, как купить билеты, как организовать какой-то тур. Может быть, много изучения информации по поводу вот таких тем: поездок, про другой город, другую страну. У кого-то из раков это период творчества, написания чего-то, то есть книгу писать, курс писать, песню писать, может быть, инструкцию какую-то писать и так далее. Но есть еще такая очень у нас особенность
в июне, что 12-й дом гороскопа в вашем случае будет активен, потому что в мае в 12-й дом гороскопа зайдет Юпитер. И Меркурий, когда пойдет транзитом по 12-му дому гороскопа, он встретится там с Юпитером. И это благословение такое в каких-то делах, потому что Меркурий и Юпитер — две добрые планеты, две планеты знаний, они объединятся в районе 7-9 июня встретятся, и это может быть какое-то удачное решение в вопросах там посылок, отправок, вопросов документов, в вопросах каких-то переездов. Это могут быть какие-то перемены в работе в том числе, это может быть какие-то документы по работе могут поменяться, это может быть что-то связанное с решением вопросов в органах власти, то есть какое-то разрешение ситуации, может быть информация, может быть то, что давно вы думали, что у вас никак не разрешается. То есть какие-то могут быть информационные такие, конечно, моменты, что вы что-то узнаете. Но в общем и целом это должно быть хорошо, потому что Меркурий и Юпитер все-таки две добрые планеты, и они соединятся для того, чтобы улучшить результат. У вас может быть какая-то перемена в работе, может быть какая-то победа в конкурентной борьбе, в том числе, если у вас есть какая-то такая история. Также это может быть какой-то совет, это может быть какое-то покровительство и так далее. 11 июня состоится полнолуние в вашем 5-м доме гороскопа. 5-й дом — это дом детей, творчества, обучения, поэтому полнолуние в 5-м доме гороскопа может давать перемены в этих сферах, то есть в теме деторождения, в теме обучения. Это может быть окончание какого-то обучения, а у кого-то и начало обучения, у кого-то может быть зачатие ребенка, у кого-то может быть разлука с ребенком, завершение какого-то творческого проекта или наконец-то его доделать, да, то, что вы долго делали, может быть посещение какого-то мероприятия и так далее. 15 июня Солнце зайдет в ваш 12-й дом гороскопа и будет там до 16 июля. И вот Солнце в 12-м доме гороскопа тоже в какой-то момент встретится с Юпитером. В целом, в общем и целом, транзит Солнца по 12-му дому гороскопа — это вообще время приглушить немножко свою активность, немножко, может быть, уйти опять же вот в творчество, во вдохновение, в какую-то учебу, в какие-то размышления, прогулки, то есть заняться больше такой рефлексией. Тут еще тенденция на то, что вы можете переводить деньги куда-то за границу, либо, может быть, заниматься иностранными языками, либо, может быть, налаживать какие-то доходы из-за границы. И Солнце в районе 23, 24, 25 июня будет встречаться с Юпитером в вашем 12-м доме гороскопа. Солнце — планета статуса. И у вас еще конкретно Солнце управляет домом денег, а Юпитер — это планета денег. Но в целом в вашем 12-м доме гороскопа Солнце и Юпитер сформируют хорошую денежную комбинацию. Это может быть какой-то доход, это может быть какая-то выплата от государства, это может быть какая-то выплата по учебе. Но также это может быть и какая-то инициатива, карьерная какая-то перемена, потому что это все у нас влияет же на 6-й дом, дом работы. Поэтому что-то может быть такое значимое. У каждого, конечно, масштаб свой разный, но в целом это могут быть такие тенденции на улучшение 23, 24, 25 июня, особенно в сферах финансов, в сферах работы, в сферах статуса в работе. У кого-то даже может быть предложение о повышении в должности до руководителя, например. То есть какие-то такие дела. И в общем и целом держите ушки на макушке. А 22 июня в ваш первый дом гороскопа зайдет Меркурий, и Меркурий будет уже в вашем первом доме гороскопа до 30 августа. И это будет долго, потому что Меркурий в июле будет ретроградным, но в целом в июне он будет в прямом движении идти по вашему первому дому гороскопа. И что такое, когда Меркурий идет по первому дому гороскопа? Это значит, что нам надо о себе рассказывать, нам надо себя как-то презентовать, нам надо как-то о себе заявлять. Может быть, даже нужно будет там себя измерить, про себя что-то узнать дополнительно. Кто-то из раков в этот период может ходить по собеседованиям. В этот период можно получить какие-то важные советы от друзей, может быть, влияние друзей на вас. Собственных усилий нужно будет много тоже прикладывать, и эти усилия будут направлены на вас самих. Но в общем и целом еще есть тенденция на знакомство в поездках, в личной жизни, если вы не в отношениях. Может быть какая-то короткая разлука в личной жизни. Но разлука, она бывает такая, что просто даже не разъезжаясь, один занимается своими делами, второй другими,
и просто очень много времени мы не можем уделить друг другу, поэтому это ощущается как какое-то отдаление. Но будет очень много нужно говорить про себя в первую очередь и вообще вспоминать себя, наверное, в этот период, думать о себе, о своих желаниях, о том, чего мне хочется, куда я дальше хочу двигаться и так далее. И 25 июня состоится очень мощное событие, потому что 25 июня будет новолуние, но оно будет в вашем 12 доме гороскопа, но новолуние будет у нас особенным, потому что встретится Солнце, Луна и Юпитер. Луна с Юпитером — это у нас гаджикешири йога, йога счастливчика, поэтому в этот период может какое-то стечение удачных обстоятельств быть связанное с работой, с поездками, с решением вопросов в государственных органах, творчество, какое-то удачное, может быть, решение, какой-то удачный запуск творческого проекта, что-нибудь такое. В общем и целом новолуние в 12 доме — это или поездка какая-то, или что-то новое, связанное с дальними странами или дальними городами, допустим, о чем-то договориться, но также могут быть и перемены в работе, но какое-то предложение может быть хорошее, либо что-то просто улучшающее, допустим, микроклимат в коллективе улучшается и так далее. И 29 июня, уже в конце месяца, собственно, это больше июльская тенденция, Венера заходит в ваш 11 дом гороскопа и будет в вашем 11 доме гороскопа до 26 июля. И, в общем-то, это хорошо, потому что Венера заходит в свой собственный дом, свой собственный знак. У вас в 11 доме гороскопа знак зодиака Телец, поэтому Венера будет улучшать отношения с друзьями, будет способствовать вашей популярности в каких-то коллективах, будет способствовать улучшению финансовой ситуации, будет способствовать исполнению каких-то желаний, хотя бы даже мелких, будет способствовать тому, чтобы наладить отношения с друзьями, если у вас они разлажены, но больше будет, конечно, тенденция еще на то, чтобы развлекаться где-то, может быть, в каких-то богемных тусовках появляться, либо в каких-то творческих тусовках появляться и так далее. В общем и целом июнь такой разглаживающий, улучшающий, обещающий, я бы сказала, и достаточно хороший. Вот так, мои дорогие друзья, такой у нас с вами был прогноз на июнь 2025 года для восходящих раков. Я благодарю вас за поддержку этого канала в виде ваших лайков, комментариев, обратной связи. Но если вы еще не подписаны на этот канал, то, конечно же, приглашаю вас подписываться. И до новых встреч. Пока-пока.